идем гуляем. Решили прогуляться по набережной Абу-Даби. Блин, сказал как блогер или не как блогер? Как блогеры говорят. Решили прогуляться по набережной в Абу-Даби. Короче, смотрите, какая красотень. Эти облака похожи на форму. Есть в Дубае острова такие. В форме пальмы. Они так из воды торчат, как лист папоротника. Офигеть виды. Да? Абу-Даби, конечно, красив. Облака здесь на самом деле очень большая редкость. Прямо, ну вот, когда мы приехали полгода назад, облаков не было месяца 3 подряд, ни одного облачка. До наступления прям такой календарной зимы. Там уже начали появляться, но редко. А сегодня день, вот может 2-й или 3-й подряд, там вообще был дождь. Это прям раз в году пару раз бывает, как я понимаю. Ну, я не видел дождя такого еще нормального за вот эти вот месяцы. И сейчас очень красиво. Прям люди, кто в облачных странах, вам все равно. А вот полгода облаков не видел, и уже тоска. Какого цвета, а здесь такого, потому что дно другое. Там растут водоросли, а тут не растут. Вот как выбирают себе место произрастания водорослей? Просто от берега размножаются вот такой вот полосой. А здесь что? Здесь кто-то что-то разлил. Вот, поэтому мы уставшие и считаем, что вы должны видеть уставших людей, а не какую-то там наигранность. Поэтому будет абсолютная естественность. Все вокруг просто показывают каких-то людей с поставленными голосами, какие-то пары семейные, в длинных платьях водят, разъезжают по 10-звездочным отелям. Нет, по 5-звездочным, 10-звездочным отелям можно ходить в сланцах, если вы работаете там, и уставать, и быть как-то слово на «з» уставшим. Людские эти глазки, смотри, как будто сейчас заплачут. У этого шапка, что вот так. Я же тебе говорю.
3 километра пешком раз в неделю, и тело говорит. Не, ну мне правда и в детстве говорило на такие вещи. Что ты делаешь? Это мы сидим сейчас с вами не в ресторане, не в какой-нибудь кафетерии или баре. Это будка для охлаждения. Ну, будка это я называю. Это специальная комната, она вот возле пляжа Корниш в Абу-Даби, общественного пляжа. Она такие есть возле каждого общественного пляжа, либо, может быть, даже крутого места, это еще не все исследовано. И вот так вот здесь внутри работает огромный кондиционер, его там не видно. Вот за вот этой вот штуковиной. И можно сидеть здесь, можно покушать. Охладиться, потому что днем жара на солнце, не знаю, там пока еще не самый ад, но уже чувствуется, что предметы нагреваются гораздо выше 50, иногда 60 градусов. Ну, с ними просто больно контактировать. Металлический предмет, там, с утра уже в 10 часов утра мне порой нужно пепельницу потрогать. Это, ну, я ее не могу взять, просто поднять, вот так и переставить. Она раскаленная. И, кстати, это было месяц назад, поэтому сейчас погода очень жесткая. Эта штука, она спасает жизни. Вот, точно. Жена показала, напомнила. Смотрите, у них тут, короче, щучьи хвосты растут. Так вроде называется это растение. Ну, я в ботанике, на самом деле, физалис от клубники не отличаю, но помню, что это щучий хвост. Что у них с котами? Вот, который раз подряд вижу один хромает, второй. То ли бьются до полусмерти. Вот самый кайф на этом пляже — это лавочки. Жалко, конечно, ночную красоту не передашь. Особенно такой оптикой. Но стрекотание цикад, надеюсь, вам слышно. Вот вы только посмотрите, какая кайфовая лавка. Я попытаюсь посветить. Вот, во весь рост. И можно ноги разложить, спину раскинуть и лежишь себе, любуешься на ночной залив. Не знаю, в общем. Ну, то есть знаю, ничего не видно. Но зато предлагаю вам насладиться прям натуральным, не скачанным, не смонтированным, вот как он есть, АСМРчиком. Волны, ребята. Вот, это общественная раздевалка-туалет. На том же общественном пляже. Блин, вот. Красота, аккуратность. Вот так оно все в огоньках ночью выглядит. Я понимаю, что это дичь, так ничего не покажешь, но по-другому тут ночью на скорую руку не снимешь. Вот так синим светится. Беспокоить человека, синим светился аппарат для того, чтобы можно было помыть руки и попить чистой фильтрованной воды. Они здесь стоят через каждый человек.
вот нашел его в свете утренней зари. Вот здесь можно попить. Вот здесь можно помыть руки. Сейчас я вам покажу, как размножаются ветки пальм. Поскольку здесь ни черта не видно. Вот лишний фонарик. Вот, блин, а ничего не видно. Вот они. Вот это новый отросток. Все. 10 утра, пепельницу не поднять. О, блин, это все. Больше невозможно ее подержать в руке. Доброе утро, следующий день. Нет, все фигня. Вот сейчас могу сказать. Наступил новый день. Всем привет. Блин. Ну, ребята, если кто-то смотрит, это у меня первый блог. Такой нормальный, в общем, первый. Вторая попытка, ну, в общем, считайте, первая. Я еще немножко не адаптирован, вот. Разбираюсь с оборудованием, разбираюсь с собой, как там, что, пока это вся... Ну, пока оно все заработает, то есть я прекрасно понимаю, что приобрести какую-то гармонию в поведении, в голосе, естественность и при этом адекватно все делать, и в плане качества тоже, нужна небольшая практика. Так уж, если кому-то интересно, кто-то начал смотреть, потерпите, все со временем будет, мы двигаемся в эту сторону. А сейчас на улице плюс 34 примерно градусов тени, и асфальт потихонечку начинает дышать жаром. Что ж, мне пришел интересный запрос, точнее такая возможность. Я давно хотел начать писать свою музыку, но то не было оборудования, то не было времени, то не было, как то было время, но не было какого-то рационального обоснования траты этого времени в эту сторону. То есть миллиард причин, чтобы не делать то, что хочешь. Ну и плюс это же вещь, которая непонятно, как она выстрелит, не выстрелит у тебя, не окупится. То есть рассчитывать на это нереально. Как на какое-то дело с доходом. Вот. А времени оно требует. Но мне интересно, правда. И я готовился потихонечку, там что-то где-то скачивал, собирал. Покупал какое-то маломальски минимально значимое оборудование, клавиатуру, там, интерфейс аудио. И, собственно, когда-то в студенчестве, и лет 5 назад, я с другом учился в музыкальном вузе, и мы что-то писали. Но это была музыка, которую он исполнял в основном, потому что, ну, там парень такой был. Талантливый музыкант очень. А я скрипач все-таки, у него есть еще понимание, вот как бас сыграть, как там слышание материала, он баянист. То есть он все голоса, всю привык, как бы. У него хорошая практика слышать весь массив звуков одновременно. И представляете, у меня больше такое мелодическое мышление, в этом плане мне немножко тяжелее, медленнее догоняю. Это вот, допустим, какой мелодии бас, либо вообще его слышу, обращаю на него внимание реже. Профдеформация такая. Вот. Так, как бы, короче, сказать-то. Вот у меня был, короче, в общем, опыт, и я занимался. И сейчас, в принципе, иногда возвращаюсь. Ну, я же скрипач, выкладываю что-то в интернет. Но часто не так сильно. Там действительно я сделал пару минусовок. Но это было так давно. Не-не-не, так не пойдет. Если хочешь выбраться из хаоса, созданного в своей жизни самим собой, надо, получается, озвучить какие-то цели и задачи. Итак, задача у нас написать песню. Цель. 4 часа. Аккорды известны, они их даже подбирать не нужно, они гуглятся. То есть нужно это продублировать инструментами, чтобы это было более-менее приемлемо. Фактуру придумать, инструментальный ритм, записать бас, добавить какой-то же там синтезатор звучащий, чтобы это было
Ну вот, кстати, а как должна звучать детская песня? Это на самом деле интересный вопрос. Погуглить пару детских песен, услышать, как они звучат, потому что я давно не слушал почему-то. Какие плюсы в этом? Мы приобретаем опыт, у нас нет претензий на бит а-ля качество какого-нибудь там современного рэпера, либо композитора, но зато, ну, то есть к детской песне как бы меньше претензий с одной стороны. Но с этой же стороны у нас прилетает и минус. У нас смутное понимание, как вообще звучат сейчас детские песни. Погнали! У нас пока приключения, мы ищем автора этих звуков, лишающих нас с утра. Беспардонная кукуха. Кукушара! Ё-моё. Кукушара, ты где? Покажись. О! Где вас? Их там две, они перекукухиваются между собой. А мы тут спать не можем. Блин. Buvant un coup, ma serpette est perdue. Mais le manche. Buvant un coup, ma serpette est perdue. Mais le manche m'est revenu. А теперь снизу. Ну, Мадрид нереально. Клипы мы сейчас будем